Всем привет, вы на канале Мехамозг, меня зовут Евгений. Друзья, наконец-таки решил продолжить серию по изготовлению металлорежущего инструмента. А в этот раз я решил изготовить не что-нибудь, а сверло для сверления квадратных отверстий. Или сверло УАЦа. Надеюсь, правильно сказал. Изготавливать буду из этого вот шестигранника на 27. Так почему же я взял за основу именно шестигранник? Дело в том, что делительной головки у меня нет, а разделить окружность на 3 или 6 частей без делительной головки довольно удобно при помощи шестигранника. Плюс ко всему этот шестигранник калиброванный, довольно точный. Единственное, что марка стали его мне неизвестна, и как он себя поведет после закалки тоже неизвестно. Пришлось пойти на риск. Ну вот, смещая на токарном патроне один из кулачков, плюс подкладывая пластинку, проточив 3 стороны, получается в профиле так называемый треугольник Рюло. Зачем он нужен? Дело в том, что данное сверло само по себе не работает, ей нужна направляющая. Я взял за основу кусок 25-й профильной трубы. И вот этот, так сказать, треугольник Рюло очень хорошо катится внутри квадрата. Конечно, все это делал непроизвольно, а просчитывал в чертежной программе. Изначально планировалось, что квадрат должен получиться на 22 мм, такой же, как внутри профильной трубы. У профильной трубы толщина стенки 1,5 мм. И треугольник равносторонний я взял тоже с длиной стороны 22 мм. А теперь, если на этот треугольник наложить окружность, так чтобы она касалась двух вершин треугольника, с каждой стороны получится треугольник Рюло. Вот можно видеть, отмечено черным. В процессе фрезеровки режущих кромок данного сверла, а их здесь 3, причем расположены они должны быть симметрично, как раз таки видно, насколько удобно использование здесь шестигранника. В результате получился вот такой вот профиль сверла. Можно сравнить с тем, что было задумано до того, начерчено в чертежной программе. По-моему, получилось очень даже похоже. Закалку я производил по принципу лучше не догреть, чем перегреть. Пусть это сверло в процессе работы сгорит и хоть что-то успеет просверлить, чем сразу же сломается как стеклянное. А заточку делал как на концевой фрезе, потому что даже по виду это сверло больше фрезу напоминает, чем сверло.
если провести ось вдоль заготовки по центру, в процессе работы это сверло совершает небольшое круговое движение. Именно поэтому пришлось применить здесь вот такой карданчик с рулевого управления «Жигулей». Ну, теперь осталось только проточить сверло это, чтобы его можно было зафиксировать в карданчике и провести испытание. Готово. Получилось похоже на щупальцу какого-то межгалактического робота. Чтобы сверло хоть что-то могло просверлить, вдруг не получится, изначально решил попробовать на алюминии. Ну вот процесс сверления квадратного отверстия можно было видеть во всей красе. Единственное, что я по высоте чуть-чуть неправильно выставил, и там остался небольшой заусенец на квадрате и немножко неправильные контуры квадрата. И это все, как выяснилось, по причине нежесткой направляющей. Ну и кульминационный момент данных испытаний – попытка просверлить отверстие квадратного сечения куском закаленного шестигранника в стальной пластине толщиной 10 мм. К сожалению, шатается направляющая, и это видно невооруженным глазом. Итак, подведем итоги. Что мы имеем? Вот два отверстия квадратного сечения не очень правильной формы. С одной стороны, можно сказать, что это как-то неудача. С другой стороны, я хочу сказать, принцип работы сверла Ватса, я думаю, был показан вполне себе наглядно. А неправильные края вот этого квадрата, это все из-за вот этой направляющей. 25-я профильная труба, 1,5 мм стенки. Надо было что-то пожестче взять, конечно. Мог я сделать столик на шпильках, я так и планировал, но тогда не видно было бы, неудобно было бы смотреть, а так все было довольно наглядно видно. Плюс ко всему, надо не забывать о том, что это всего лишь кусок шестигранника, неизвестной марки стали. И, в принципе, сталь он прорезал. Ну, в принципе, даже не сильно-то и пострадал, я скажу. Ну, обороты я небольшие ставил. Еще, как выяснилось, вот по технологическим
причинам мне пришлось сделать левое сверло. И, как выяснилось, на моем сверлильном станке при левом вращении нет автоматической подачи. И пришлось руками, а руками это все равно рывки, дергания и так далее. Это первое мое в жизни сверло для квадратных отверстий. Второе, я думаю, будет уже гораздо лучше. Согласно опыта, согласно ошибок, вот этот карданчик надо покороче сделать. И все это дело покомпактнее. А то приходилось даже столом немножко играться выше-ниже. Но становиться не хотела. Ну вот так вот. Надеюсь, друзья, мое видео было для вас полезным. Всем творческих успехов. До новых встреч.